маленькие любители Алиэкспресса, с вами Ларри, а это подрубрика фигурки от дяди Ляо. И вы только что посмотрели крупные планы бутлега всем известного Рюка из всем известного тайтла Death Note. Если вдруг понравилось, ставь лайк, а мы переходим к оценке. И я сразу хочу признаться, что адекватных фоток оригинала я не нашла. Единственное, что я смогла узнать про оригинал, то, что он шел неким прайзом к DVD-изданию. То есть это что-то было, наверное, типа коллекционки. И сейчас эту самую фигурку, я так подозреваю, что все-таки оригинал, можно купить на Мандараке. Ее можно купить на Мандараке за небольшие деньги. Насколько она там классная, к сожалению, я тоже не смогла рассмотреть, потому что фотка, не очень, фигурка в коробке. Бутлег мне стоил 350 с копейками рублей. И когда ко мне пришел Рюк, он пришел, конечно же, без коробки, он пришел запакованный в пупырку. Я не стала вам все это показывать, вы и так все должны понимать, что бутлеги редко приходят в хорошей упаковке, в хорошей коробке, запакованные еще в одну коробку, а там еще одна коробка. В общем, как это делают большинство оригинальных компаний. Так вот, когда он ко мне пришел, я его развернула и такая, чё? Это бутлег. Да, по нему видно, что он бутлег. Но он какой-то неправильный бутлег. Чисто для меня он реально неправильный бутлег. Потому что сделан более-менее хорошо. То есть, памятуя нашу Sailor Moon, вот это прям земля и небо. Да, у него фигово пролиты крылья, у него фигово пролито тело. То есть вот эти вот складочки, которые должны, наверное, быть все-таки более четкими, они такие, знаете, смазанные. Но у него хорошо покрашены детальки. Вот это вообще пипец. Что? Покрашены детальки? Вы посмотрите это. Да, тут есть немножечко закрасов. То есть вот здесь вот попали там на руку. Но это очень хороший уровень. Да, здесь попали на пальцы. Но все равно хорошо, он очень прилично покрашен. То есть я такая, здравствуйте, а к чему мне придраться? Ладно, это у нас тут бог смерти, поэтому... Может быть, вот здесь на поясе сзади что-то недокрашено. Опять же, мне, к сожалению, не с чем сравнить. Я не нашла адекватных фоток оригинала. А уж тем более сзади, чтобы понять, должны здесь эти пупырки быть прокрашены или нет. Допустим, возможно, должны быть. Они не прокрашены. Но, радовалась я недолго, потом я долго смеялась. Почему? Потому что, крылья, ладно, я их там немножечко, приложив некоторые усилия и воспользовавшись напильником, я немножко смогла их плотненько вот так вот вставить. Сидят они хорошо, не выпадают, все классно. Вот эта часть выпадает, то есть она прям, совсем, то есть если ее как так, наверное, покрутить, то вот она держится. Окей. Без претензий. Самый прикол был... Простите, вот видите, все отвалилось. Самый прикол был вот тут. Сейчас, гусары молчать. Это паз, назовем его так, в который входит запчасть от подставки. Назовем это так. И вот здесь юбка и штаны, они были склеены со смещением. И вот этот паз, он был неровно круглым. И запчасть от подставки в него не вставлялась. Но это тоже все было решаемо с помощью дремельки. То есть я ему немножечко выровняла паз в штанах для запчасти от подставки. И теперь она туда входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. И, подводя итог, что я хочу сказать.
он прикольный. Он заслуживает медальки Cool. Возможно, через какое-то время крылья или тулово начнет выделять масло, потому что на ощупь пластик очень пластик. Не очень хороший. Ну, он неприятный на ощупь, такой резиново-пластиковый, дешевый. Но оно и понятно, за такие деньги. Но сам по себе, я не знаю, как вообще можно оценивать бутлеги. Ну вот если его сравнивать с Sailor Moon, которая была у нас в предыдущем выпуске, не в предыдущем выпуске, а вот в самом первом выпуске по бутлегам, то, конечно, там Sailor Moon, конечно, жопа вообще полная. Вот здесь, конечно, все хорошо. Он прям молодец. Китайцы постарались. Ну, клевый, да. Не супер-пупер, потому что бывают бутлеги гораздо круче. То есть бывают поделки, которые вообще прям, ощущение, что просто какую-то партию оригиналов взяли и своровали. Но здесь реально бутлег, и он очень хороший, правда. Пускай будет cool, до супер-пупера он правда не дотягивает, но он классный. Для бутлега классный. Почему я должна оправдываться? Господи, почему я себя так стыдно чувствую сейчас? Сама же решила эту рубрику проводить. И сейчас сижу и как будто оправдываюсь, что это все для рубрики, потому что вот бутлеги, на-на-на. Я хочу, чтобы вы видели не только оригиналы, я хочу, чтобы вы знали, какими бывают бутлеги. Все, медалька Cool, можете бить меня тапками. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, что я заслужила лайк, потому что я очень старалась, снимала, ждала Рюка, пилила его напильником, выравнивала ему жопку, паз в штанах для вас. И я его обязательно разыграю. Я буду разыгрывать все бутлеги, которые будут у нас в выпусках. Для этого вам нужно, как всегда, поставить лайк, написать комментарий. И, только комментарий не первонах, а комментарий серии, допустим, что вам понравилось в Рюке, что вам не понравилось в Рюке. Не надо писать мне всякие, там, классный обзор. Классный обзор — это мне лайк поставить, вот это будет классный обзор, я пойму, что вам понравилось. А в комментариях давайте все-таки что-то адекватное, что-то развернутое, что-то какое-то свое мнение. Мне интересно почитать, возможно, даже подискутировать с вами. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось, я повторяюсь. Заходите к нам в соцсети, делитесь данным видео с друзьями. Мы дальше будем радовать прикольными бутлегами. Я надеюсь. Что я тратишься? Все для вас, все для вас.